Ночь в Чернобыльской зоне была пугающе тихой. Ветер осторожно пробирался сквозь ветви искореженных деревьев, едва касаясь старых, покинутых зданий. В этом мертвом мире, где человек давно перестал быть хозяином, царствовала природа. Но среди густых зарослей, между руинами и заброшенными тропами скрывалось нечто такое, что наука еще не могла объяснить. Группа исследователей, работающая в самых опасных и закрытых зонах Чернобыля, начала новый эксперимент. Они установили десятки скрытых камер в глубине радиоактивного леса, чтобы изучить, как природа адаптировалась к жизни без человека. Долгие годы считалось, что эта территория обречена радиацией и должна была уничтожить все живое. Однако данные последних исследований заставляли ученых сомневаться в прежних догадках. Камеры должны были помочь разгадать эту загадку. Сначала ничего странного не происходило. Первые записи показывали привычные кадры. Ночные силуэты лисиц, осторожные шаги лосей, редкие появления волков, бродящих в поисках добычи. Но спустя несколько недель ученые начали замечать нечто странное. Камеры фиксировали движение в ночи, но никто не мог точно сказать, что это было. Размытые тени, неясные силуэты, странные огоньки, мелькающие в темноте, внимательно изучая записи, исследователи заметили, что некоторые животные вели себя необычно. Казалось, будто они чувствовали присутствие чего-то незримого. Волки внезапно замирали, настороженно оглядываясь. Лоси, обычно грациозные и уверенные, начинали дрожать и пятиться назад, словно боялись скосно сделать с змее лишний шаг. Даже хищные птицы, привыкшие к ночной охоте, покидали свои места раньше, чем должно было взойти солнце. Самое жуткое началось позже. Одна из камер, установленная глубоко в лесу, зафиксировала нечто, от чего кровь стыла в жилах. В объектив попало существо, которое не должно было существовать. Ночь окутывала Чернобыльский лес густым покрывалом, и тьма, казалось, становилась еще гуще в глубине радиоактивной зоны. Исследователи, просматривая новые записи с камер, не могли поверить своим глазам. На одном из кадров, сделанных глубокой ночью, был виден силуэт, высокий, неестественно худой, с длинными конечностями. Оно стояло неподвижно среди деревьев, словно наблюдало за окружающим миром, но самое страшное заключалось в другом. Его глаза светились в темноте, как будто это существо осознавало, что его снимают. Ученые сначала подумали, что это игра света или технический сбой. Однако чем больше они изучали записи, тем отчетливее становилось одно – это не была ошибка. Камеры снова и снова фиксировали присутствие этой странной фигуры. Она не двигалась, как обычные животные, не оставляла следов, но все же ее появление не было случайностью. Спустя несколько дней другая камера, расположенная ближе к старым разрушенным зданиям, засняла еще более пугающую сцену. Поздней ночью в объектив попала группа волков. Они двигались осторожно, принюхиваясь к воздуху, но внезапно все одновременно замерли, прижав уши и поджав хвосты. Их глаза расширились от страха, а затем они резко развернулись и убежали в сторону, подальше от места, где появилось существо. Оно снова было там. На этот раз его фигура выглядела еще более зловещей. Долгие руки медленно двигались, словно оно чувствовало присутствие чего-то или кого-то. Но самое пугающее началось, когда оно повернуло голову прямо в камеру. Исследователи, которые смотрели запись, ощущали, как по спине пробегает холод. Было ощущение, что существо не просто случайно попало в объектив, оно знало, что его снимают. Один из специалистов, изучая видео, заметил нечто еще более жуткое. На заднем плане, среди мрачных руин старого здания, мелькнула еще одна тень. Еще одна фигура. Значит, оно было не одно?
В лаборатории воцарилась гнетущая тишина. Ученые пересматривали запись снова и снова, но каждый раз их охватывал холодный ужас. Существо, пойманное камерой, не просто наблюдало. Его движения были слишком осознанными, слишком разумными для обычного животного. Но что это было? Мутация, вызванная радиацией, или нечто другое, не поддающееся научному объяснению? Одному из исследователей пришла в голову мысль проверить старые архивы. В документах, датированных еще довоенными годами, говорилось о странных легендах, связанных с Чернобыльским лесом. Местные жители еще до катастрофы рассказывали о загадочных сущностях, которые якобы обитали в глубине леса ее. Их описания жутко совпадали с тем, что было зафиксировано камерами. Высокие темные фигуры с горящими глазами, которые появлялись только ночью и исчезали с первыми лучами солнца. Но что если катастрофа 1986 года не уничтожила этих существ, а наоборот освободила их? Ведь с тех пор человек практически покинул эту зону, оставив природу наедине с собой и собой. Возможно, это не мутация, а что-то гораздо древнее, скрывавшееся в тенях еще задолго до аварии. Вскоре камеры начали фиксировать еще более тревожные события. Некоторые устройства, установленные глубоко в лесу, стали выходить из строя. Они не просто ломались, их кто-то или что-то разбивало. Один аппарат, обнаруженный на месте сбоя, был буквально разорван на части, как будто его раздавило нечто с нечеловеческой силой. Но кто мог это сделать? В этом районе не было крупных хищников, да и ни одно из известных животных не могло так целенаправленно уничтожать технику. Ученые начали испытывать настоящий страх. Им казалось, что с каждым днем существо становится все смелее. Оно больше не просто мелькало в кадре, оно двигалось ближе к камерам. Однажды, просматривая ночные записи, исследователь увидел то, что заставило его вскрикнуть от ужаса. Существо больше не стояло вдалеке среди деревьев. Оно было прямо перед камерой. Его темное лицо, лишенное выражения, заполнило весь экран. А затем произошло нечто еще более жуткое. Камера передала звук. Тяжелое, прерывистое дыхание. В лаборатории повисла гнетущая тишина. Ученые сидели, не отрывая взгляда от экрана, где последние кадры ночной записи все еще мелькали перед их глазами. Темное лицо существа, его пустые, лишенные эмоций глаза, а главное — этот звук. Тяжелое, прерывистое дыхание, которое будто бы доносилось из глубины самой тьмы. Это было невозможно. Камеры не должны были записывать подобное, но факт оставался фактом. Один из исследователей попытался успокоить остальных, заявив, что это мог быть сбой, игра теней или странное эхо леса. Однако, когда запись перемотали назад и снова запустили, звук повторился, четкий, пугающий, будто нечто стояло прямо перед камерой и смотрела на них сквозь объектив. На следующее утро группа специалистов отправилась в лес, чтобы проверить оборудование. Они двигались осторожно, держа приборы наготове, внимательно осматривая все вокруг. Когда они добрались до камеры, которая накануне записала жуткие кадры, то замерли. Камера была уничтожена, объектив разбит, корпус разорван, как будто его схватили гигантские когти. Но самое страшное ждало их рядом. В сырой земле виднелись глубокие следы, которые не принадлежали ни одному известному животному. Они были огромными, с вытянутыми нечеловеческими пальцами. Ученые молча переглянулись. Кто-то попытался сделать фотографии, но в этот момент один из приборов, измеряющих уровень радиации, начал выдавать хаотичные сигналы. Уровень радиации резко подскочил, хотя в этом месте он должен был оставаться стабильным. Внезапно в лесу раздался странный звук, что-то похожее на шорох или тихий стон. Исследователи замерли. Они не были одни. Дальше все произошло за секунды. Ветви деревьев зашевелились, словно кто-то невидимый двигался среди них.
В воздухе повисло напряжение, от которого мурашки побежали по коже. Затем послышался низкий вибрирующий звук, напоминающий далекий рев или шепот. Кто-то сорвался с места, закричав, что нужно немедленно уходить. Группа бросилась назад, чувствуя за спиной невидимое, но жуткое присутствие. Когда они, задыхаясь, добрались до машины и выехали из леса, никто не решался произнести ни слова. Только когда лабораторные здания остались позади, один из ученых наконец заговорил. «Мы разбудили то, что не должны были трогать». С тех пор никто больше не решился устанавливать камеры в глубине Чернобыльского леса. Официальные отчеты утверждали, что проект был завершен из-за технических сложностей и недостатка финансирования. Однако те, кто видел последние записи, знали правду. Там, в тени заброшенной зоны, скрывается нечто, что никогда не должно было быть обнаружено. После инцидента инициаторы экспедиции оказались в центре бюрократической волокиты. Институт получил предписание временно приостановить полевые работы, камеры и накопленные данные конфисковали для перепроверки, а часть сотрудников обязали подписать соглашение о неразглашении. Некоторые записи так и не вышли за рамки внутреннего архива, другие просочились на условных флешках через третьи руки и попали в интернет, вызвав волну теорий, и паники среди местных жителей. Местные старики, к которым обращались ученые в попытках понять культурную подоплеку феномена, рассказывали о лесных сторожах, которых уважали и опасались издавна. Эти легенды были не единичными сказаниями, а повторяющейся нитью, сплетенной из множественных свидетельств. Люди описывали тени, которые приходят, когда ночь глубже обычного. Свечение глаз, похожее на отражение звезды. Ощущение, что находишься на границе между миром людей и миром, куда человеку хода нет. Архивные записи документировали случаи, когда в лесу находили перевернутые орудия, сваленные колоды, следы, похожие на железные когти. И все это задолго до аварии на АЭС. Ученые начали понимать, что их современная интерпретация – радиационная мутация – может быть лишь частью объяснения. Тем временем международное сообщество проявило интерес. Отдельные учреждения предложили финансирование для строгой, научной и безопасной экспедиции с использованием дронов, тепловизоров и трехмерного картографирования. К работе привлекли специалистов по акустике, геофизике и мифологии. Новая программа предусматривала постепенное удаленное наблюдение, минимум контактов и создание буферных зон, чтобы снизить риск. Но даже к этому подступались с осторожностью. Каждая новая попытка означала не только финансовые вложения, но и моральную ответственность, ведь речь шла о жизни людей и о целостности экосистемы, которую нельзя было бездумно разрушать. Первая аппаратная фаза эксперимента показала интересные, но противоречивые результаты. Тепловизоры фиксировали холодные доли в местах появления фигур, как будто объекты выбивали температуру окружающей среды. Магнитометры регистрировали локальные возмущения поля, микрофоны улавливали низкочастотные всплески, не совпадающие с известными биосигналами. Генетический анализ образцов почвы не выявил непосредственных следов ДНК существа, однако показал необычное разнообразие микробиоты и присутствие редких метаболитов, подобных тем, что вырабатывают некоторые грибковые симбионты. Группа экологов предложила гипотезу. Возможно, в течение десятилетий в изоляции сложилась экосистема, в которой бактерии, грибы и растения образовали взаимосвязанный организм, макробиоматериал, проявлявший на определенных условиях видимые феномены, принимаемые за сущность. Эта гипотеза объясняла бы отсутствие трупов или следов ДНК и одновременную способность объекта влиять на электронику. Но не все ученые согласились.
Физики указывали на синхроны между вспышками радиационного фона и появлением фигур, что укладывалось не в простую биологическую модель. Некоторые предположили существование подземных пустот или каналов, по которым мог проникать газ метана или другие летучие соединения, меняющие оптические и акустические параметры среды. Другие выдвинули на первый план грохот геофизических процессов. Изменение напряжения в земной коре могло вызывать слабые локальные электрические разряды, взаимодействующие с биомассой, и это проявлялось как движущиеся тени. Общественное давление усиливалось. Журналисты требовали публиковать данные. Правозащитники настаивали на прозрачности, а старожилы требовали закрыть доступ к лесу навсегда. Между тем, молодые ученые, которые первыми увидели кадры, чувствовали моральное обязательство довести начатое до конца. Некоторые из них провели собственные ночные рейды, вооруженные приборами и надеждой на рациональное объяснение. В одной из таких вылазок группа нашла устройство, явно не биологического происхождения, металлический фрагмент с национальным номером службы, который, как позднее выяснилось, был частью старой метеостанции времен СССР. Но рядом с ним лежали кости мелких животных, без видимых следов хищнического умерщвления. Все это снова возвращало вопрос к тонкой границе между естественным и необъяснимым. Через несколько месяцев научная комиссия вынесла промежуточный отчет. Явление заслуживает дальнейшего изучения, но работать нужно дистанционно и с привлечением междисциплинарных команд. Были предложены правила. Ни одна экспедиция без полного пакета безопасности, никаких ночных походов в одиночку, обязательное присутствие психолога и медиков. Это создало прецедент ответственного подхода, но не умиротворило общество. Вокруг Чернобыля закипели споры о допустимости исследований в зонах, где человеческая культура пересекается с экологическими аномалиями и древними преданиями. История приобрела еще одну мрачную страницу, когда один из молодых исследователей, участвовавших в ночных наблюдениях, пропал без вести. Он ушел из лагеря глубоким вечером с фонарем и прибором для записи ультразвука. Предупреждений не оставил. Деформация связи записана не была. Поисковые группы обследовали окрестности в течение недели, но нашли только его рюкзак и прибор с подернутым инеем объективом, будто к ним кто-то прикоснулся. Это исчезновение породило новую волну страхов. Исчезают ли люди по той же логике, по которой исчезают камеры? Или это цепная реакция социального и психологического давления? Факты складывались в сложный многослойный узор, и окончательного ответа все еще не было. Одно оставалось ясным – лес вокруг Чернобыля изменился, и это изменение не поддается однозначной категоризации. Он стал одновременно лабораторией выживания природы, архивом забытых легенд и полем для эксперимента границы между наукой и неизвестным. Ученые, местные жители и власти продолжали спорить о том, как поступать дальше – закрыть доступ, продолжать исследования или найти третий путь, совместную программу сохранения исследований и заширипотили уважительного отношения к исторической памяти этого места. Прошло несколько лет, и к изучению вернулись уже более осторожно. Программы дистанционного мониторинга расширились. Использовались нейросетевые алгоритмы для фильтрации ложных срабатываний и распознавания паттернов. Алгоритмы действительно помогли отсеять часть шума. Многие фигуры оказывались просто игрой ветвей и света, но несколько записей все равно оставались необъяснимыми. Они вызывали у тех, кто их смотрел, ощущение глубокой усталости и тревоги, как будто лес щелкал по нервам наблюдателей, пробуждая старые,
коллективные страхи. Время шло, а лес продолжал жить собственной жизнью. Люди приезжали в зону отчуждения реже и с большей осторожностью. Некоторые исследователи нашли в этом своеобразное утешение. Природа, даже если в ней есть нечто чуждое и пугающее, доказала свою способность пережить катастрофу и создать новые формы существования. Другие же видели в появлении фигур напоминание о том, что человек – лишь одна из многих форм жизни на Земле, и что существуют границы познания, переступать которые опасно. В конце концов, проект приобрел формат долгосрочного мониторинга с элементами защиты культурного наследия. Были установлены памятные знаки для тех, кто умер, и созданы учебные модули для студентов-экологов о том, как работать в зонах с высокой неопределенностью. Документы порой открывались, порой снова закрывались. Определенная часть материала осталась под грифом безопасности, не столько из-за страха перед существом, сколько из опасений, что паника и спекуляции причинят реальный вред уязвимым сообществам. Если вы когда-нибудь окажетесь у границы запретной зоны и услышите в ночи едва различимый вдох, не поворачивайтесь. Лучше уезжайте, потому что в этом лесу есть вещи, которые не любят, когда их наблюдают, и еще меньше любят, когда их пытаются понять. Но если вам все же предстоит возвращение в эти места, делайте это с уважением, знанием и предельной осторожностью. И помните, не всякая тайна требует немедленного раскрытия. Иногда лучшее, что может сделать человек, это отступить и дать миру возможность оставить за собой те слои, которые он не в силах разгадать.